Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня третий и последний обещанный вам урок из серии «Зеленух на белом фоне». Девчоночки, опять же напоминаю, что безумно модно в этом сезоне вот такие вот зеленые принты на белых тканях. Очень много одежды дизайнеры выпускают в таком стиле, очень много аксессуаров, ну и соответственно ногтевой дизайн не должен отставать от модных тенденций, поэтому здесь мы тоже будем использовать данное сочетание. Сегодня мы будем рисовать с вами в качестве основного зеленого элемента вот такой вот крупный кактус из пустыни. Такой вот пустынный огромный кактус. На самом деле он должен быть огромный, но если вы возьмете вот этот кактус, посадите в горшочек, то он станет сразу комнатным и домашним. То есть если вы возьмете на этом же ноготочке, нарисуете внизу кактуса горшочек, то он сразу же перестанет быть пустынным и станет комнатным. Смотрите, выполнение данного дизайна я совершенно не ускоряла, и в то же время полностью весь урок у нас занимает всего лишь 7 минут. То есть вместе с просушкой рисовала я этот типсик буквально-таки 10 минут. Поэтому это очень быстро, очень просто, легко и доступно каждому мастеру. Ну а теперь что же мы непосредственно делаем в данном дизайне? Темно-зеленым цветом мы набрасываем форму своего кактуса. Тут же после просушки мы расставляем тени. В тенями нам нужно сделать кактусу рельеф, то есть продавить ему какие-то части, которые уходят в глубину. В данном случае кактусы, ну все видели кактусы, какой они фактуры, да, вот эту фактуру нам нужно показать. И в данном случае эту фактуру я делаю через слой просушки. То есть я нарисовала тени, подсушила и потом свет уже по просушенным теням накладываю, чтобы здесь у меня не получилось грязи. Потому что вот эти вот зоны под свет у нас очень тонкие. Если мы не просушим тени, то скорее всего у нас слишком перемешаются между собой материалы и получится вот это вот ощущение грязюки в дизайне. А по просушенным теням свет мы можем растушевывать ровно столько, сколько нам захочется. Цвет в свете остается при этом чистым, вот таким вот ярко-зеленым, с неоновым подтоном. Он светится в ультрафиолете, то есть наш кактус в ультрафиолетовом свете начинает еще и дополнительно играть, дополнительно светиться. Подойдет любителям дискотек. А теперь непосредственно прорисовочка. Точно так же, как мы прорисовывали все предыдущие зеленые наши мотивы, мы обводим кактус полностью по кругу. То есть делаем ему четкие черные контуры. Такое впечатление, как будто это наклеечка. И черным цветом очень тоненько прорисовываем иголочки нашему кактусу, которые торчат во все стороны по наружному краю. И здесь еще черным цветом углубляем наши провалы, которые мы изначально тенью заложили. То есть еще дополнительно продавливаем наш кактус, чтобы он смотрелся глубже.
А теперь смешиваем светло-зеленый оттенок, опять же из основного зеленого с добавлением белого. И именно этим высветленным зеленым вырисовываем иголочки, которые у нас находятся на переднем плане. При этом, чтобы сделать кактус еще более интересным, я решила иголочки сделать вот такие вот в форме машинного шва, да, то есть у меня иголочка на иголочку заплетаются в такую косичку, не косичку, но очень прикольно смотрится вживую на самом деле, и вот довольно-таки просто рисуется. Вот, собственно говоря, и все, готов наш дизайн. Нам осталось перекрыть его финишем. При желании можно было добавить кактусу нашему еще каких-то цветов, но опять же, поскольку у нас преобладает в модных тенденциях сочетание зеленого с белым, я решила не добавлять сюда никаких ярких оттенков. Ну, мне немножечко жаль, но и подошла к концу серия вот таких вот зеленых мастер-классов. Девчоночки, напишите мне в комментариях, какой из них вам понравился больше всего. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь, завтра все равно будет другой урок. Всем до новых встреч, пока!